Хлеб без дрожжей. За что мы любим такую выпечку? За то, что она готовится быстро и просто. А сегодня я с вами поделюсь, таким рецептом, что это просто не хлеб, а настоящий деликатес. Всем привет! Меня зовут Мария Мироневич. Начинаем готовить. Для деликатесного хлеба я взяла 100 граммов очищенных грецких орехов. И теперь измельчаю их с помощью ножа. Орехи я измельчила вот до такого состояния, и это заняло 2 минутки. Если вы хотите измельчить сильнее, используйте блендер, кофемолку, либо любые другие подручные средства. Измельченные орехи пока отправляю в мисочку. Теперь займусь яблоками. Я взяла 2 штуки и с помощью овощечистки очищаю от кожуры и всего ненужного. Затем яблоко натираю на мелкой терке. Желательно для этого рецепта брать яблоки кисло-сладких сортов. Я натерла яблоки, как вы видите, они очень сочные, это отлично, но лишняя жидкость для хлеба нам не нужна, поэтому я их немного отжимаю руками, чтобы убрать лишний сок. В миску для смешивания отправляю 2 куриных яйца, к яйцам добавляю 2 столовые ложки сахара, пакетик ванильного сахара и щепотку соли. Смешиваем яйца с сахаром. Добавляю 250 мл молока. Молоко у меня комнатной температуры. И также перемешиваю с яйцами и сахаром. В яично-молочную смесь добавляю 4 столовые ложки растительного масла. Перемешиваю. Я просеяла 380 граммов муки. Постепенно добавляю ее в нашу смесь для хлеба. Добавляю 1 чайную ложку разрыхлителя и 1 чайную ложку соды. Для шикарного аромата добавляю чайную ложечку корицы. После корицы добавляю измельченные яблоки. С помощью венчика аккуратно все перемешиваю. За что я люблю этот рецепт? Еще за то, что просто венчик, миска, руки и получается вкуснота. Ох, корица, как она пахнет! Осталось добавить орехи. Отправляем их в миску и перемешиваем до однородного состояния. Я взяла форму для выпечки, у меня она размером 12 на 30 сантиметров, и с помощью кисточки смазываю ее растительным маслом. Вы можете использовать любую форму, которая имеется у вас дома. Прямо из миски, начиная от середины формы, выливаю тесто для нашего деликатесного хлеба. Теперь, когда все тесто для хлеба в форме, нужно его распределить равномерно. Помогаем ему вот таким постукиванием и потрясыванием. Готово! Ставлю хлеб в духовку разогретую до 200 градусов. 45 минут прошло, просто посмотрите, какого красавца я достала из духовки. Хлеб получается очень румяным благодаря тому, что мы добавили яблоки. Корочка мягкая. Готовность проверить нашего хлеба очень просто. Я взяла палочку и вытаскиваю ее. Как вы видите, она почти сухая. Такой результат для выпечки с яблоками означает, что все готово. Хочу показать вам его и с другой стороны. Вот так красиво он выглядит. После того, как я вытащила из духовки, хлеб у меня остыл 10 минут. Теперь мы с вами можем аккуратно, помогая себе лопаточкой, как вы видите, хлеб отлично отходит от формы, благодаря тому, что мы ее смазали маслом. Теперь вытаскиваем наш хлеб из формы. Это очень просто. Вот такая получается красота. Сейчас мы с вами его положим на доску. Обратите внимание, какой он красивый, какой он румяный. Так и хочется скорее отрезать кусочек. Что мы с вами и делаем. Отрезаем кусочек очень-очень вкусного деликатесного хлеба. Давайте посмотрим, как красиво он выглядит на разрезе. Просто обожаю эту картину. Срез получается просто идеальным. Посмотрите, каким нежным, пружинистым он получается. Он отлично пропекся. Это супер вариант для завтрака. Именно за это мы так любим рецепт без дрожжей. Все
просто, быстро и невероятно вкусно. Я отрезала 3 кусочка хлеба, не могу, хочется еще раз его потрогать. Ну такой он хорошенький, такой красивый и, конечно, вкусный. Я сервировала просто со сметаной и с ягодами, которые разморозила. У меня малина. Это отличный вариант подачи. Вы можете использовать мед, возможно, домашнее варенье, но к такому вкусному ароматному хлебу на самом деле не нужно ничего, только ваше отличное настроение. Хоть на праздничный стол, хоть на семейный завтрак, это отличный быстрый рецепт без дрожжевого хлеба. Обязательно испеките такой. Приятного аппетита! Обязательно приготовьте такой вкусный хлеб. Когда приготовите, напишите ваш отзыв в комментарии. Если видео и рецепт вам понравились, оцените нашу работу, поставьте лайк. Конечно, подписывайтесь на канал. Впереди много вкусных и простых рецептов. С вами была Мария Мироневич. Я желаю всем любви, добра и отличных выходных.